Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Давно я не нерестил вот этих своих Данио Глафиш. Они, конечно, уже такие не молодые, скажем так, да, где-то по году, по полтора им. И я вот выбрал более-менее таких приемлемых для нереста и посадил. Смотрите, вот сюда отсадил красных. Ну, делаем стайный нерест. Потому что по парам смысла нет рассаживать их, они староватые. Неизвестно, какая самочка отнерестится. Здесь такие темно-вишневые. Так, здесь мы посадили синих. И здесь посадили зеленых. Ну а завтра к обеду ближе посмотрим на результат ихнего вот этого такого активного действия. Как с вечера они нормально активничают, но на утро посмотрим. Думаю, результат какой-то должен быть. Думаю, даже хороший. Итак, друзья, 12 часов следующего дня. Зашел на разводню, уже начал Данио красных отсаживать. Вот с этого нерестовика. И вспомнил, что видео снимаем. Вот, давайте посмотрим на результат. Короче, красные... Есть икра. И вся хорошая. Не знаю, какая самочка отнерестилась. Там их было 3 самочки. Но что-то есть. Так, теперь эти. Типа вишневые. То же самое, там икра есть. Тоже хорошая. Синие. Ну, синие нормально порадовали. Там насыпали икры. И там, и под дальней стеночкой там есть. Ну, нормально. А вот зеленые что-то думают. Пролазят туда под сетку постоянно, он одна пролезла. Ну, результата нет. Никто не отнерестился. Думаю, что их оставлю еще на сутки. Пускай до завтра. Бросил ему такую мочалку для большего интима. Вот. А эти сейчас икринки все в одну мы соберем. И я вам покажу, сколько получилось. Итак, друзья, я слил всю икру в один нерестовичок. Вот смотрите, ее там достаточно так много. Вот могу вам сверху показать ее. Она, короче, вся прозрачная, вся хорошая. Значит, смотрите, стоит обогреватель у меня здесь. Вот. Стоит продувочка. Фильтр я пока ставить не буду. И сейчас на этот объем, здесь примерно 6 литров. Вот. Я сюда брошу пол таблетки эритромицина. Вот сейчас я вам покажу, какой эритромицин. Вот обычный, вот такой эритромицин. В аптеке продается. И этого будет достаточно для того, чтобы мы уберегли икру от того, что она, например, заведется здесь плесень, грибок и так далее. То есть эритромицин очень хорошо помогает. Можно синьки добавить. Ну, синьки у меня сейчас нет, у меня есть, но она просроченная, поэтому я не буду рисковать. А добавим сюда пол таблетки эритромицина. Ее нужно растолкти до порошка и растворить в этой воде. Так, друзья, вот смотрите. Вот пол таблетки эритромицина, другой ложкой я придавил, и она стала такая мелкая, как порошок. Теперь берем, смачиваем в воде 2 пальца. Вот таким образом берем этот порошок. И вот здесь вот такими движениями, перетиранием размельчаем его. И он здесь хорошо растворится, потому что он не очень хорошо растворяется в воде. Поэтому нужно его еще вот так перетирать, перетирать, перетирать. И все. Сейчас... Немножко, может быть, пенка будет такая, ну, как пузырьки такие, оно, аэрация вспенит его немножко. Но этот порошок растворится хорошо в воде и не даст грибку нашу икру, ну, скажем так, грибок не даст нашей икре пропасть. То есть он здесь просто не заведется. А как будет развиваться личинка, вы, конечно, все это посмотрите и увидите. Прямые солнечные лучи на этот нерестовичок не попадают, поэтому затенять ее нет смысла.
Итак, друзья, чтобы вас не утруждать, прошла еще секунда, да? А у нас прошло в видео 2,5 суток от того момента, как Данио, красное, вишневое и синее отнерестились. Вот такая пенка у нас сверху. Вот, смотрите. От того, что мы растворили таблеточку эритромицина. Вот. И вот можно видеть через 2,5 суток вот такие точечки черные на дне. Это личинка, которая развивается в середине икринки. То есть у Данио такой интересный момент, что личинка, она сидит практически 3 суток в икринке и там развивается. Там уже можно будет видеть, сейчас я приближу, глаза уже у нее, там хвост, ну полностью формируется, скажем так, практически полноценный малек. Но еще не малек. То есть он еще выйдет из икринки и будет еще некоторое время считаться личинкой. Вот видите, такие черные точечки. Это в икринке эмбриончик такой. У него уже глаза есть. Он там даже шевелится, если присмотреться. Вот я установил камеру на штатив. Для того, чтобы она не дергалась. Немножко подсветки дал. И вот сейчас даже можно видеть некоторые личинки. Прямо там в икринке шевелятся. Видите? То есть там уже развивается такое, ну, личинка уже похожа полностью практически на малька. И вот уже некоторые начинают выходить из икринки, но еще не полностью. Короче, подождем еще сутки. И через сутки включимся, и я вам покажу, что будет с этими эмбриончиками. Итак, друзья, ровно 4 суток с момента нереста. И как вы можете видеть, уже есть часть малька, которая начала плавать. Вот видите, вдалеке малек, он уже как бы не особо дергается, он уже плавает, как взрослая рыбка. Но хочу вам сказать, что еще это не все мальки. Большая часть их еще есть, сидят на дне. Даже если присмотреться, можно даже уже цвет увидеть. Некоторые такие розовенькие. И сейчас нужно не пропустить момент, дать им покушать. Но как вы знаете, а кто не знает, то сейчас узнает. Малек Данио, он сразу не берет рачка Артемии, даже свежевыклюнувшегося. Потому что для него Артемия это очень большой корм. И нужно первые 1, 2, 3, 5 кормления, а можно 2-3 дня покормить либо инфузорией, либо у меня есть для такого момента солоноводная коловратка. Сейчас я вам ее покажу. Вот смотрите, в таком небольшом нерестовичке живет у меня солоноводная коловратка. И сейчас мы ее поймаем и тому маленькому мальку в нерестовичок забросим. Итак, коловратка заброшена. Видно такая пыль мелкая, мелкая, мелкая. И мальки, те, которые уже плавают, они уже начали за ней охотиться. Хочу вам сказать, обратите внимание на воду. Водичка чистая, то есть эритромицин делает свое дело. Он не дал размножиться бактерии, которая могла погубить и малька, и еще личинку, и икринку. Так как развитие малька, видите, проходит прямо в икринке и практически 4 дня, 4 суток. Ну, включимся еще через 12 часов сегодня вечером, когда будет 4,5 суток, и посмотрим, насколько увеличилась малька, стало больше его или нет. Как вы помните, здесь у нас 3 цвета: красные, вишневые и синие. Итак, незаметно пробежало 12 часов. На данный момент 4,5 суток, как был нерест. И хочу вам сказать, что рыбки достаточно увеличилась. Практически вся она уже стала плавать. Даже можно видеть, цвета уже видно.
Рыбка распределена практически по всему нерестовику. И возле дальней стенки есть, там и на дне. То есть она уже начала самостоятельно плавать и искать корм. Ну, мы ее продолжаем кормить солоноводной коловраткой. Потому что Артемию она еще не возьмет. Но я думаю, через сутки, через двое уже можно будет давать ей только что вылупившегося рачка Артемии. А пока мы ее опять покормим коловраткой. Ну вот мы ему коловратки насыпали. И вот видно, он уже у поверхности ловит этого маленькое это существо, коловратку. Но у нас есть еще, как вы помните, аулофорус здесь на разводне. Я сейчас с него тоже воду солю. Там тоже есть инфузория. И завтра к утру она отстоится. И завтра утром, когда мальку будет этому уже 5 суток, мы его покормим инфузорией для разнообразия. А в обед опять дадим коловратку. И так он быстрее будет расти. То есть разнообразный корм очень хороший стимул к росту ему дает. Достаточно уверенно уже рыбки плавают и охотятся за коловраткой. И вот уже даже можно видеть у некоторых такие пузики толстенькие. И у них такое белое что-то находится. Это и есть коловратка. Итак, друзья, прошла еще секунда. И сегодня ровно 5 суток, как был нерест Данио у нас глафиш. 3 цветов. Как вы видите, малек уже полностью плавает. Он находится в толще воды весь. Извините за такой свет, подсветку такую. Вот. Сегодня я ему насыпал сюда, вот он охотится за инфузорией. Немножко бросил рачков Артемии, буквально там капельку. Ну, вдруг какой-то его и съест. Это ж такое дело. Рыбка растет, может быть, неравномерно. Одни едят и то, и то. И вот уже через 2 месяца, а может быть и быстрее, скорее всего быстрее, где-то 1,5 месяца, рыбка уже будет сантиметра 2, а некоторые может быть и более. Вот таким образом выращиваем мы и размножаем Данио глафиш. Очень эффектная, красивая рыбка. Нравится аквариумистам, любителям природы живой. Малька достаточно много. Нересты очень удачные. Кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, для того, чтобы больше людей увидело, как мы разводим Данио глафиш. И, соответственно, пишем комментарии. И, конечно же, высказывайте свое мнение, как вы разводите Данио глафиш. Будет очень интересно. Ну, а кто хочет поддержать канал, есть кнопка «Спонсировать», либо в описании там реквизиты. Пожалуйста, буду очень вам за это признателен и благодарен. До свидания, до встречи на канале Разводня как хобби. Пока.